Друзья, 500 лет молчания – это неприлично даже для британской короны. Пока Бекингемский дворец хранит тайны под замком, мы с Пьере протрем линзы. Пыль веков, интриги и пропавшие завтраки. Пора во всем разобраться. Маркиз, следствие начинается. Друзья мои, прежде чем мы начнем наше расследование, давайте спокойно и без лишней истерики зафиксируем отправную точку. Мы не будем сейчас пересказывать всю биографию Йорков, перечислять их браки, интриги, любовниц, врагов, лошадей и любимые плащи. Нас интересует только одно – кто стоял у доски в апреле 1483 года и какие фигуры уже были расставлены для будущей партии. Итак, 9 апреля 1483 года умирает король Англии Эдуард IV. Жизнь у него, прямо скажем, была насыщенная. Войны, корона, свержение, возвращение, семейные ссоры. Словом, скучать человеку было некогда. Но сейчас нам важно не это. Важно то, что он оставил после себя 2 законных сыновей, а значит, 2 мальчиков, вокруг которых очень скоро начнется закручиваться одна из самых мрачных и знаменитых загадок английской истории. Итак, главные действующие лица. Запомните этих мальчиков. Они центр нашей истории. Эдуард V, старший сын, будущий король, ему 12 лет. Ричард, младший сын, ему 9 лет. Есть еще и дочери, но в борьбе за корону в 15 веке они, увы, были на 2-х ролях, так что о них не сегодня. А теперь встречайте нашего первого подозреваемого. Ричард, герцог Глостерский, младший брат покойного короля и дядя обоих принцев. Ему 30 лет. И давайте сразу договоримся, все, что вам когда-либо живописал о нем Шекспир, мы пока аккуратно откладываем в сторону. Никакого карикатурного чудовища с демоническим хохотом и горбом до потолка перед нами не было. Ричард Глостер – это вполне реальный человек, статный мужчина, опытный военный, умный администратор, человек с репутацией способного и дисциплинированного политика. Шекспир писал гениально, но, как это часто бывает, историческая правда у него временами красиво страдала ради хорошего театра. Итак, фиксируем ситуацию. 4 мая 1483 года в столицу торжественно въезжает юный будущий король Эдуард V. Сопровождает его лично дядюшка Ричард. Зачем приехали? Цель самая благородная – коронация. Мальчика нужно официально возвести на престол, и дядя, как верный протектор, его доставил. Итак, запомнили. Старший брат уже в Лондоне, уже на виду у всей страны и формально движется к трону. В это же самое время младший брат, 9-летний Ричард, находится совсем в другом месте. Он прячется вместе с матерью, королевой Елизаветой и сестрами в Вестминстерском аббатстве. Мы не будем сейчас по новой пережевывать, почему они там сидят. Кто пропустил, посмотрите наш старый ролик. Там все по полочкам. Просто зафиксируем. Один брат едет за короной с дядей, а второй сидит под защитой церковных стен с мамой. Итак, друзья мои, положение следующее. Эдуард V в Лондоне. И первое, что делает его дядя Ричард, отправляет племянника в Тауэр. И вот здесь давайте сразу расставим все точки над «и», чтобы дальше нам не мешали дешевые штампы. В мае 1483 года это не выглядело ни похищением, ни злодейством, ни актом открытого узурпаторства. Напротив, с точки зрения закона, протокола и политической практики того времени, это был шаг вполне логичный, уместный и даже ожидаемый.
Во-первых, безопасность, потому что Тауэр в 15 веке – это не только место, где потом будут запирать опасных врагов короны, это еще и одна из главных королевских резиденций, мощнейшая крепость Лондона, защищенный комплекс, где монарх мог жить с максимальной безопасностью. Оставить 12-летнего Эдуарда в обычном городском дворце в период политической нестабильности было бы верхом легкомыслия. Тауэр – это место, куда не так-то просто войти и из которого не так-то просто кого-то вытащить. Ну и во-вторых, традиция. Будущий король действительно должен был провести время в Тауэре перед коронацией. Это было частью ритуала, установленной практикой, а не внезапной причудой заботливого родственника. И в-третьих, полномочия Ричарда. На тот момент Ричард Глостер официально признанный лорд-протектор. Его обязанность управлять государством до совершеннолетия короля, охранять племянника и подготовить его вступление на престол. Формально он действует в рамках закона. Никто из современников тогда не увидел в этом нарушений. Итог. Двери за Эдуардом закрылись. Мальчик в безопасности в роскошных покоях ждет своей коронации. Дядя Ричард приступает к делам государственным. И на этом этапе расследования у нас к нему 0 претензий. Теперь давайте будем честны. Коронация в 15 веке – это не праздник в банкетном зале и не семейное чаепитие с музыкантами. Это огромный государственный механизм, который требует времени, колоссальных денег и нервов всех, кто в него вовлечен. Пока юный Эдуард обживается в Тауэре, его дядя Ричард, как официальный протектор, берет на себя всю тяжесть подготовки к церемонии. Коронация была назначена на 22 июня 1483 года. И это не просто красивая дата в календаре. Это дедлайн, к которому должна была быть готова вся страна. Церемония, процессии, одежды, присяги, продовольствие, логистика, монетный двор, приглашения и бесконечное количество деталей, без которых государственное представление не состоится. И что особенно важно для нашего дела, все это документально подтверждено. Мы знаем не из поздних легенд, у нас есть вполне красноречивые источники, счета королевского гардероба, финансовые записи, распоряжения, письма, а сухой архив – вещь упрямая. Он не склонен к театру, он просто показывает, куда ушли деньги. И что мы там видим? Закупаются дорогие материалы, бархат, атлас, меха, в том числе горностай. Для будущего короля шьются одежды, достойные его нового статуса. И это не имитация бурной деятельности, а реальные заказы, которые оплачены реальным мастерам. В Тауэре, где работал монетный двор, идет чеканка монет от имени нового монарха. Государственная машина не просто делает вид, что ждет Эдуарда V на троне. Она буквально печатает его легитимность в металле. Ричард рассылает письма лордам и рыцарям по всей Англии, вызывает их в столицу, организует принесение присяг, готовит все необходимые формальности. Коронация – это не только священный обряд, но и громадное публичное зрелище. Значит, нужны продукты, вино, поставки, слуги, украшения, организация шествий. И весь Лондон видит, что подготовка идет полным ходом. В этом деле мы должны опираться на факты. И факты говорят нам следующее. В мае и начале июня 1483 года Ричард Глостер ведет себя как образцовый государственный деятель. Он не нарушает ни одного закона, он выполняет свой долг протектора, готовя торжество, которое должно закрепить власть его племянника. Все чинно, благородно и все подкреплено чеками. Друзья мои, то, что мы вам сейчас описали, это идеальная версия для СМИ образца 15 века. Блеск золота, шорох бархата и пустеющая казна – все выглядит так правильно, что даже не к чему придраться. Но, как вы понимаете, у любого грандиозного спектакля есть закулисье. И пока на авансцене портные снимали мерки с юного короля, за плотно закрытыми дверями разворачивалась совсем другая история.
В политике, как и в хорошем детективе, верить нужно не парадным портретам, а тем, кто стоит в тени этих портретов. Параллельно с закупками горностая и чеканкой монет происходили процессы, которые не афишировались в столичных хрониках. И что самое важное, все это тоже не наши домыслы. Каждая тень, каждый шепот за ширмой подкреплены документами и показаниями свидетелей, которым в те дни было очень не до смеха. В любом деле о наследстве главную опасность представляют те, кто по-настоящему близок к наследнику. В нашем случае это Вудвиллы, родственники со стороны матери. К ним можно относиться как угодно. Многие их тогда недолюбливали за стремительный взлет. Но в одном можно быть уверенным на 100%. Они были верны юному королю до последнего вздоха. Почему? Потому что их власть, их земли и само их выживание зависели исключительно от того, наденет ли 12-летний Эдуард корону. Когда умер Эдуард IV, его старший сын находился в замке Ладлоу. Там он рос и воспитывался под присмотром двух ключевых людей. Энтони Вудвилл, граф Риверс, родной дядя мальчика, человек образованный, рыцарь и его официальный воспитатель. Ричард Грей, единородный брат Эдуарда, сын королевы Елизаветы от первого брака. Это были люди, которые знали мальчика с пеленок. Они везли его в Лондон на коронацию, будучи уверенными, что они его главная опора. Но что же произошло за кулисами? 30 апреля 1483 года. Это был классический перехват в стиле политического триллера. В местечке под названием Стоуни-Стратфорд дядюшка Ричард Глостер встречается с кортежем племянника. Версия для публики. Дядя приехал помочь и выразить почтение. Реальность. Ричард Глостер обвиняет Вудвиллов в заговоре против него. Правда, доказательств никто так и не увидел. И прямо на глазах у испуганного мальчика арестовывает его свиту. Зафиксируем. Энтони Вудвилл, Ричард Грей и примкнувший к ним Томас Вон, камергер короля, арестованы. Их не убивают на месте. Их отправляют под усиленным конвоем на север Англии. Итог на данный момент. Король Эдуард V в Лондоне в руках Ричарда Глостера. Главные защитники Вудвиллы нейтрализованы. Они сидят в северных замках, ожидая своей участи. Они живы, но лишены связи с миром. И пока верные защитники принца остаются под замком на суровом севере, давайте вернемся в Лондон. Там все выглядит так, будто история идет своим чередом. Юный Эдуард уже обживает свои покои в Тауре. Дядюшка Ричард с головой ушел в хлопоты по подготовлению к великому дню коронации. В парадных залах заседает совет, обсуждая детали будущего празднества. Все те же камзолы, монеты и банкеты, о которых мы говорили. В воздухе пахнет праздником. Все на виду, все чинно и благородно. Но именно в эти дни 10 и 11 июня за ширмой этой предпраздничной суматохи происходит нечто совершенно иное. В строжайшей тайне от совета, запомните это, друзья мои, это принципиальный момент, в тайне от всех. Ричард Глостер садится и пишет 2 письма. И это не наши домыслы и не художественный вымысел. Одно из этих писем до сих пор хранится в городском архиве Йорка, в так называемых домовых книгах. Любой исследователь может найти его текст. И этот текст переворачивает все представления о заботливом дяде. О чем писал Ричард? Краткий перевод с английского 15 века. В письме к властям Йорка от 10 июня Ричард пишет буквально следующее. Просим вас прибыть к нам в Лондон в максимально возможном количестве, в полном вооружении, чтобы помочь нам и защитить нас от королевы, ее родственников и сторонников, которые замышляют наше убийство и позорную гибель. Давайте рассуждать здраво. Ричард взывает о помощи, заявляя, что его хотят убить. Но кто?
Вудвиллы, партия королевы. Главные защитники мальчика, Энтони Вудвилл и Ричард Грей, уже сидят под замком в северных замках самого Ричарда. Они нейтрализованы. Королева Елизавета, она заперта в аббатстве, окружена стражей и молит Бога о спасении. Максимум, что она могла, наслать на дядюшку порчу, или колдовство. Реальной военной силы у нее в Лондоне не было. Но был и еще один Вудвилл, которого Ричард якобы боялся. Это Эдуард Вудвилл, младший брат королевы. И он не просто родственник, он адмирал флота Англии. Давайте зафиксируем активы этого врага. У него под командованием было 20 кораблей. На тот момент это практически весь боеспособный флот страны. С пушками, опытными моряками и, что самое важное, с деньгами. Его племянник, маркиз Дорсет, после смерти Эдуарда IV успел забрать из казны в Тауэре около 10 тысяч фунтов золотом и передать их на флот. По тем временам это была астрономическая сумма. Был ли Эдуард опасен? Он находился в море и патрулировал Ла-Манш. Чтобы напасть на Лондон, ему нужно было развернуть флот, войти в Темзу и начать полноценную гражданскую войну. Как и все Вудвиллы, Эдуард больше всего на свете ждал коронации своего племянника Эдуарда. Любое нападение на Лондон в этот момент – это прямая угроза жизни мальчика, который находится в руках дядюшки Ричарда. Его армия не его личная собственность. Моряки и капитаны подчинялись короне. Как только Ричард, действуя как протектор, объявил Эдуарда Вудвилла изменником, а он объявил, команда начала разбегаться. Никто не хотел идти против закона. К моменту написания писем 10 июня от огромного флота у Эдуарда осталось всего 2 или 3 верных корабля. То есть, по сути, к середине июня страшный адмирал превратился в одинокого беглеца на паре лодок. Он не мог захватить Лондон, он не мог убить Ричарда. Все, что он мог, это пытаться не утонуть и ждать новостей. Письма на север были отправлены именно тогда, когда Ричард понял: Эдуард Вудвилл нейтрализован, флот разбежался, а королева заперта в аббатстве. Ричард использовал Эдуарда как идеальное оправдание. У него есть пушки, хотя пушки далеко в море. У него есть золото, хотя это золото шло на зарплату тем самым морякам, которые теперь дезертируют. Он Вудвилл, а значит, он хочет моей смерти. Итак, друзья мои, зафиксируем еще раз. За спиной совета, который искренне готовит коронацию мальчика, протектор тайно призывает на свою защиту тысячи вооруженных северян. Итак, письма на север отправлены. Но прежде чем мы перейдем к роковой развязке, мы должны познакомить вас с человеком, который был главной опорой законного короля. Это лорд Уильям Гастингс. И если вы следите за нашим каналом, то помните историю Джейн Шор. Так вот, Гастингс был ее любовником и покровителем. В большой политике он был гораздо больше, чем просто светский лев. Гастингс – это старая гвардия. Он был лучшим другом покойного короля Эдуарда IV, его правой рукой. Это человек, который прошел с Йорками все битвы. Его влияние на английскую аристократию было колоссальным. Если Гастингс говорил «да», за ним шла половина рыцарей Англии. И самое главное, он категорически до зубовного скрежета не выносил Вудвиллов. Именно Гастингс помог Ричарду Глостеру перехватить власть в начале, надеясь, что тот приструнит амбициозную родню королевы. Но есть одна деталь, которая делает его фигуру трагичной. Несмотря на ненависть к Вудвиллам, Гастингс был до мозга костей предан династии. Для него 12-летний Эдуард V был сыном его лучшего друга. Он не просто ждал коронации мальчика, он был ее гарантом. Пока Гастингс жив и находится в Совете, никто не посмеет даже заикнуться о том, чтобы отобрать у принца трон. И вот, а наступает утро, пятница, 13 июня.
в Тауэре назначено заседание Королевского совета. Официальная цель – обсудить последние формальности перед коронацией Эдуарда V, которая должна состояться всего через 9 дней. Гастингс едет в Тауэр в отличном настроении. Он уверен, что он правая рука протектора, что враги Вудвиллы повержены, и скоро он увидит сына своего друга на престоле. Друзья мои, давайте пошагово восстановим события того рокового утра. Представьте себе прохладные залы Белой башни, запах старого камня и элиту Англии, которая собралась за дубовым столом. Итак, 9:00, сцена с клубникой. Ричард Глостер входит в зал заседаний. Он выглядит необычайно расслабленным, даже веселым. Никакой тревоги, никаких доспехов, только любезность. Что он делает? Он шутит с лордами, поворачивается к епископу Мортону и говорит: «Милорд, я слышал, в вашем саду созрела чудесная клубника. Не могли бы вы прислать мне немного?» Зачем? Это был гениальный ход, чтобы усыпить бдительность. Епископ, сияя от удовольствия, отправляет слугу за клубникой. 9:15. Исчезновение. Ричард извиняется и выходит из зала, попросив лордов продолжать обсуждение коронации без него. Его нет около 1,5 часов. Эти 1,5 часа не были перерывом на кофе. Это были самые важные 90 минут во всей операции. Пока лорды в зале расслабленно ждали клубнику, за дверями Ричард превращал обычное здание в смертельную ловушку. Вот пошаговый план того, что он делал в это время. Первым делом Ричард направился к своей личной гвардии. Ему нужно было убедиться, что вооруженные люди стоят прямо за дверью зала заседаний. Зачем? В нужный момент они должны были ворваться по сигналу. Сигналом служил удар кулаком по столу. Секундная заминка стражи могла стоить Ричарду головы, если бы лорды успели схватиться за мечи. Он проверял каждого. Стоять тихо, не шуметь доспехами, ждать моего знака. Ричарду нужно было получить подтверждение от своего главного союзника, герцога Бекингема. В это же самое утро вторая часть совета заседала в другом конце города. Ричарду нужно было знать, что там все спокойно. Сторонники принца разобщены, и никто не заподозрил неладное. И вот еще что. Это звучит странно, но историки полагают, что Ричарду нужно было время, чтобы войти в состояние ярости. Зачем? Он вышел из зала улыбающимся дядюшкой с клубникой, а вернуться должен был разъяренным правосудием. Он буквально накручивал себя, репетировал обвинения в колдовстве и проверял, как он будет засучивать рукав, чтобы показать ту самую сухую руку. Это была подготовка к главному спектаклю в его жизни. Итог этих 90 минут. К 10:30 Ричард знал, что солдаты за дверью взвели курки. Палач во дворе уже присмотрел подходящее бревно. Городские ворота закрыты. Повод для гнева придуман. И вот тогда он резко распахнул дверь и вошел в зал. Его лицо, которое утром сияло улыбкой, теперь багровое. Он тяжело дышит, хмурится и, как вспоминали очевидцы, нервно покусывает губы. В зале моментально становится тихо, как в склепе. Он сразу берет быка за рога. Никаких приветствий, он только выкрикивает вопрос. Какого наказания заслуживают те, кто замышляет мою смерть, будучи моими ближайшими советниками и родственниками короля? Гастингс, все еще чувствуя себя фаворитом, отвечает: «Милорд, если кто-то совершил такое, они заслуживают смерти как предатели». И вот тут Ричард взрывается. «Ты еще говоришь мне, если...» Посмотрите все, именно в этот момент рождается великая легенда о сухой руке. Ричард засучивает рукав и показывает свою левую руку. Она выглядит бледной, и, возможно, он ее как-то специально поджал. Он кричит: «Посмотрите,
Эта шлюха Джейн Шор и королева Елизавета Вудвилл за эти 1,5 часа иссушили мое тело своим колдовством. Посмотрите, как увяла моя рука. Стоп. Давайте включим свет и разберем этот момент. Друзья мои, это была наглая, 100% ложь. В 2012 году, когда ученые нашли скелет Ричарда III, они провели полнейшую экспертизу. Обе его руки были абсолютно одинаковыми, здоровыми и сильными. Никакого паралича, никакой сухости. Это был чистый реквизит для его спектакля. Зачем он это сделал? В 15 веке колдовство было самым удобным обвинением. Если у тебя внезапно заболел бок или свело руку, это не нервы, это магия. Ричард использовал этот средневековый страх. Он утверждал, что пока он был в другой комнате, королева и Джейн Шор навели на него порчу в прямом эфире. Почему именно Джейн Шор и колдовство? Это был гениальный подлый ход. Смотрите, как он все связал. Королева Елизавета Вудвилл, она в убежище, ее все ненавидят. Ее легко обвинить в магии, про ее семью и так ходили подобные слухи. Джейн Шор, она была любовницей короля Эдуарда IV, а теперь она любовница Гастингса. Обвинив Джейн Шор, Ричард автоматически связал Гастингса с королевой. Он как бы сказал: «Гастингс, ты спишь с женщиной, которая вместе с королевой колдует против меня. Значит, вы все в заговоре». Когда Гастингс попытался что-то возразить, Ричард не стал его слушать. Он силой ударил кулаком по дубовому столу. Это был сигнал «фас» для солдат, которые 1,5 часа грели уши за дверью. В зал вваливаются люди с топорами, крича: «Измена! Измена!» Гастингса хватают. Лорда Стэнли и еще одного советника бьют мечом по голове прямо за столом. Епископов Мортона и Роттерхема волокут в темницу. Все, с масками покончено. Ричард больше не добрый дядя, он разъяренный протектор, который за один спектакль с сухой рукой и колдовством зачистил все политическое поле Англии. А что же Гастингс? Он был ошеломлен. Человек, который еще утром считал себя правой рукой Ричарда, теперь стоял перед ним как смертельный враг. Ричард посмотрел на него и произнес свою знаменитую ледяную фразу: «Клянусь святым Павлом, я не сяду обедать, пока твоя голова не будет отделена от плеч». Это был не просто каприз, это был юридический капкан. Объявив, что он не будет есть до казни, Ричард лишил Гастингса любой возможности на суд, на адвокатов, на прощание с семьей. Это была молниеносная юстиция в самом страшном ее проявлении. Гастингса выволокли во внутренний двор Тауэра. Все произошло настолько стремительно, что палачи даже не успели подготовить эшафот. Во дворе Тауэра в это время шел ремонт одной из часовен, и там лежали заготовленные строительные материалы. Стражники не стали ничего строить, они просто взяли обычное корявое бревно, которое предназначалось для балок, и заставили Гастингса положить на него голову. Удар топора, и все было кончено. Заметьте, насколько это было незаконно. Даже по меркам сурового 15 века аристократа такого уровня нельзя было казнить без суда пэров. Но Ричарду было плевать на законы. Ему нужно было показать всем остальным лордам: смотрите, я только что убил самого могущественного человека в Англии на куске строительного мусора. Если я сделал это с ним, представьте, что я сделаю с вами. После 13 июня в Лондоне наступил паралич воли. Оппозиция уничтожена, Гастингс мертв, Стэнли раненый под замком, епископы в тюрьме. Оставшиеся члены совета поняли: если ты не с Ричардом, ты на бревне. Теперь между Ричардом и Эдуардом в Тауэре не осталось никого, кто мог бы сказать «стоп». После того, как голова Гастингса покатилась по двору Тауэра, у Ричарда Глостера осталась одна незавершенная задача. В его руках был юный король Эдуард V. Но второй принц, 9-летний Ричард Йоркский, все еще прятался с матерью в Вестминстерском аббатстве.
Следующий шаг – это воссоединение братьев. И произошло это всего через 3 дня в понедельник, 16 июня. Итак, до 22 июня официальной даты коронации остается всего неделя. В Лондоне уже все готово. Столы накрыты, вино закуплено, народ ждет праздника. И тут наш заботливый дядюшка делает свой следующий ход. Давайте разберем эту ситуацию в 2 плоскостях. Как это подавали народу и как это выглядело на шахматной доске большой политики. Итак, версия для СМИ 15 века. Миссия – развлечение. Официально Лондон получает трогательную новость от протектора. Оказывается, 12-летнему Эдуарду V в Тауэре стало невыносимо скучно. Представьте этот уровень заботы. Ричард заявляет: «Бедный мальчик томится в одиночестве. Мультиков нет. PlayStation еще не придумали. Даже в ТикТоке, не позалипать, сами понимаете. А ведь скоро коронация. Ребенок должен быть в хорошем настроении». А кто лучше всего развеселит мальчика? Конечно же, его младший брат, 9-летний Ричард Йоркский. Тот факт, что Эдуард прекрасно скучал в одиночестве больше месяца, и никто об этом не беспокоился, никого, конечно же, не смутил. Главная красивая картинка – воссоединение братьев ради их же блага. А теперь снимаем розовые очки и посмотрим на ситуацию глазами стратега. Для Ричарда Глостера второй принц, который находится на свободе, пусть и в аббатстве, был живой бомбой. Он наследник номер 2. Если с Эдуардом V в Тауэре что-то случится, его младший брат Ричард тут же становится законным королем. Он был знаменем для оппозиции. Пока младший принц находится в аббатстве, он символ, вокруг которого могут собраться все выжившие враги Глостера. Его могут тайно вывести из страны, объявить истинным королем в изгнании и начать гражданскую войну. Ричарду нужно было, чтобы все наследники находились в одном месте, за одними стенами и под одной охраной. Ричард действует филигранно. Он не врывается в аббатство с мечом, это было бы святотатство. Он посылает архиепископа Кентерберийского, и ультиматум его такой: либо вы отдаете мальчика добром для подготовки коронации, либо мы будем вынуждены нарушить право убежища и забрать его силой. Итог. Перепуганная королева, которая уже слышала об отрубленной голове Гастингса 3 дня назад, понимает, сопротивление бесполезно. Она выводит младшего сына к дверям храма. Итог для нашего расследования. К 16 июня у Ричарда Глостера full house. Оба принца в Тауэре. Их защитники или мертвы, или запуганы. Армия с севера уже на подходе к Лондону. Все готово к коронации Эдуарда V. Друзья мои, прежде чем мы подойдем к роковой дате 22 июня, давайте отмотаем пленку чуть назад, чтобы вы понимали, какую юридическую атомную бомбу подготовил Ричард. Нам нужно познакомиться с женщиной, которая стала главной уликой в этом деле, хотя ее самой уже давно не было в живых. Знакомьтесь, леди Элеонора Батлер, в девичестве Талбот. Она не была персонажем из сказки. Это была реальная представительница одного из самых влиятельных и древних родов Англии, дочь графа Шрусбери. Красивая, богатая, знатная вдова. Итак, давайте зафиксируем. Начало 1460-х годов. Молодой Эдуард IV только что сел на трон. Он хорош собой и, как мы знаем, не пропускает ни одной юбки, особенно если эта юбка сшита из дорогого бархата. Он свободен, он ищет развлечений. Мог ли он пройти мимо леди Элеоноры? Шансов на это было примерно 1%. Была ли у них связь? Историки говорят, скорее всего, да. Но что же происходит дальше? В 1464 году Эдуард тайно женится на Елизавете Вудвилл. Леди Элеонора тихо доживает свой век и умирает в 1468 году. Казалось бы, история закончена. Как бы не так.
Проходит 15 лет после смерти Элеоноры. И вот, когда два принца уже сидят в Тауэре, а до коронации Эдуарда V остается всего неделя, на сцене появляется свидетель, епископ Роберт Стиллингтон. И тут начинается магия памяти. Епископ вдруг вспоминает, что много лет назад он лично присутствовал при том, как Эдуард IV заключил с леди Элеонорой преконтракт, официальное обещание жениться. А по законам того времени, если ты обещал жениться на одной, а потом женился на другой, второй брак считается незаконным, а дети от него – бастардами. То есть принцы в Тауэре вовсе не принцы, а просто незаконно рожденные племянники. А теперь давайте включим логику. Епископ молчал 15 лет. Он молчал, когда Эдуард IV женился на Вудвилл. Он молчал, когда рождались дети. Он молчал все эти годы. И, о чудо, память вернулась к нему именно 17 июня 1483 года, когда Ричарду позарез нужно было юридическое основание, чтобы не пустить племянника на трон. Самое странное, что семья леди Элеоноры, могущественные Талботы, за все это время ни разу не заикнулись о том, что их дочь была почти королевой. А это, друзья мои, такой политический козырь, который в Англии 15 века никто бы не стал прятать в рукаве. И главное, леди Элеонора мертва уже 15 лет. Она не может подтвердить слова епископа, но и опровергнуть их тоже не может. Идеальная свидетельница. Итак, у нас есть реальная женщина, уже покойная, реальный бабник-король, тоже покойный, и один очень вовремя вспомнивший все епископ. И вот, наступило воскресенье, 22 июня 1483 года. Весь Лондон проснулся в ожидании грандиозного праздника – коронации маленького Эдуарда V. Улицы украшены, вино закуплено, народ стекается к центру города. Но вместо праздничного шествия всех приглашают к собору Святого Павла, главному инфоцентру того времени. Вот как это происходило и почему этот день стал точкой невозврата. Итак, на трибуну выходит доктор Ральф Шо, один из самых известных проповедников города и по чистому совпадению родной брат мэра Лондона. Представьте себе этот момент. Тысячи людей ждут объявления порядка коронации, а доктор Шо начинает говорить о грехе. Он заявляет на всю страну, что брак покойного короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл был незаконным. Почему? Потому что король до этого тайно пообещал жениться на леди Элеоноре Батлер. А значит, держитесь за шляпы, все их дети, включая мальчика, который должен был сегодня надеть корону, являются бастардами, а бастарды не могут править Англией. Но проповедник пошел еще дальше. Он намекнул, что и сам покойный король Эдуард IV, возможно, не был сыном своего отца, потому что был слишком статным и красивым, в то время как истинный образ и подобие своего благородного предка – это наш верный протектор Ричард Глостер. Как отреагировали жители Лондона, историки пишут, что толпа замерла в гробовом молчании. Это не был восторженный гул, это был шок. Люди не дураки. Они прекрасно понимали, что происходит. Но помните, что случилось всего 9 дней назад? Правильно, казнь лорда Гастингса на бревне, без суда и следствия. Весь совет, вся знать была парализована страхом. После того, как голову самого могущественного барона отрубили за пару часов, никто в здравом уме не рискнул бы выйти и крикнуть: «Вы все врете!». Давайте зафиксируем ситуацию на 22 июня. Зачистка сделана. Все, кто мог защитить детей, Гастингс, Вудвиллы, либо мертвы, либо в тюрьме, либо в убежище. Дети изолированы, оба принца в Тауэре, и доступ к ним имеет только Ричард. Свидетель найден, епископ Стиллингтон очень вовремя вспомнил про старый контракт. Армия в пути.
Северные отряды уже скачут к Лондону. Мы ни на что не намекаем, друзья. Мы просто излагаем факты. И, возможно, старый преконтракт – это действительно величайшее совпадение в истории. Мы просто взрослые люди и понимаем, как работает политика. Каждый из вас вправе делать свои выводы сам. Итак, 22 июня коронация Эдуарда V не состоялась. Мальчик из короля превратился в незаконно рожденного племянника. Единственным законным наследником мужского пола с безупречнейшей репутацией и правильным лицом остался Ричард Глостер. Путь к престолу был юридически очищен. Но пока Лондон переваривал новости о незаконных принцах, за сотни миль от столицы в суровом северном замке Понтефракт ставилась точка в истории тех, кто мог реально помешать Ричарду. 25 июня 1483 года сошло солнце над эшафотом для Энтони Вудвилла, графа Риверса, и Ричарда Грея. Это те самые люди, с которых началась наша теневая история. Дядя и брат короля, арестованные еще 30 апреля, в самом начале событий, о которых мы вам рассказываем. Версия для СМИ. Официально было объявлено, что эти двое – опасные заговорщики. В чем их обвиняли? В том, что еще в конце апреля они якобы готовили засаду на доброго дядюшку Ричарда и герцога Бекингема. Цель заговора – убить старую аристократию, захватить контроль над маленьким королем и править Англией в своих корыстных интересах. Настоящая правда. Для Ричарда Глостера Энтони Вудвилл и Ричард Грей были слишком опасны, чтобы оставить их в живых. Интеллект и влияние. Энтони Вудвилл был не просто дядей короля, он был его наставником, лучшим рыцарем Англии и талантливым администратором. Оставить его живых значит оставить вождя, за которым пошли бы тысячи. Юридический тупик. Чтобы Ричард мог сесть на трон, ему нужно было уничтожить партию Вудвиллов под корень. Живой граф Риверс в тюрьме – это вечный повод для восстания. Это было топорно во всех смыслах. Никакого суда пэров, который полагался аристократам того уровня. Их просто вывели на площадь перед замком Понтефракт. Сэр Ричард Рэдклифф, цепной пес Глостера, зачитал обвинение. И все. Энтони Вудвилл вел себя достойно, он завещал похоронить себя в простой рубахе и до последнего вздоха сохранял спокойствие философа, коим он и был. И вот, зачем это было нужно именно сейчас? Расправа 25 июня стала финальным сигналом для королевы. Твои братья и сыновья мертвы, ты проиграла. Для лордов. Видите, я убиваю Вудвиллов на севере так же легко, как Гастингса в Тауэре. Вы все еще хотите спорить о том, законны ли принцы? Для истории. К моменту, когда Ричард III надел корону, у сопротивления просто не осталось лидеров. Итак, наступил четверг, 26 июня. Представьте, утро. Замок Бейнард, лондонская резиденция Ричарда. К воротам подходит внушительная делегация. Лорды, рыцари, мэр Лондона и богатые купцы. Возглавляет их верный союзник Ричарда, герцог Бекингем. Акт 1. Умоляем вас, спасите Англию. Итак, Бекингем начинает зачитывать официальную петицию. В ней снова пересказывается вся история. Дети Эдуарда IV бастарды, трон пустует, страна в опасности и главная просьба. Милорд Ричард, мы не видим никого достойнее вас. Примите корону, защитите нас. Это был чистый театр. Ричард выходит на балкон и, конечно, вовсю начинает скромничать. Он говорит: «О нет, я слишком люблю своего племянника, я всего лишь скромный протектор, что вы». Бекингем настаивает, толпа заранее подогретая кричит: «Ричарда в короли!» И только тогда, тяжело вздохнув, Глостер говорит: раз это воля народа и мой долг перед Богом, ладно, я согласен. Акт 2. Инсталляция в Вестминстер-холле. Прямо из замка Ричард отправляется в Вестминстер-холл. Это важный момент. Он еще не коронован маслом, но он идет занимать место, королевское кресло. В зале стояло массивное мраморное кресло. Называлось королевская скамья. Ричард торжественно сел в него.
Это был символ того, что он официально берет на себя власть. Первый указ. Сидя в этом кресле, он объявил, что отныне он король Ричард III. Он призвал всех лордов к миру и даже символично пожал руку своим бывшим оппонентам. Итак, давайте зафиксируем статус. 26 июня он еще не надел корону в церкви, но по сути стал королем. С этого момента 12-летний Эдуард V официально перестал быть королем даже в документах. Он стал просто лордом Эдуардом, бастардом. А дядюшка Ричард из защитника превратился в хозяина. Примерно к 3 июля окрестности столицы заполнились тысячами суровых мужчин. Это была та самая армия с севера, около 4-5 тысяч человек. Не забудьте о рыцарях из книжек. Это были ветераны пограничных войн в потертых доспехах, в запыленных плащах. Когда эта масса людей вошла в Лондон, Лондон затих. Город фактически оказался на военном положении. На каждом углу северный говор и блеск топоров. В такой атмосфере спорить о преконтрактах и бастардах уже точно никто не решался. И вот 6 июля 1483 года. Этот день должен был стать триумфом для Ричарда. И Ричард сделал его максимально ослепительным. Это была одна из самых пышных церемоний в истории Англии. Ричард и его супруга Анна Невилл совершили традиционный обряд смирения. Они вышли из Вестминстер-холла по длинному красному сукну и пошли к аббатству босиком. Представьте эту картину. Человек, который только что хладнокровно зачистил все политическое поле, идет с непокрытой головой и босыми ногами, показывая свою покорность перед Богом. В аббатстве на Ричарда надели корону святого Эдуарда. Почти вся знать Англии присягнула ему на верность. В этот момент он стал королем официально, окончательно и бесповоротно. Ричард III – полноправный монарх. Люди смотрели на эту пышную процессию, на короля, королеву, но глазами искали других. Все помнили, что еще 3 недели назад этот день должен был стать праздником для 12-летнего мальчика. И вот Ричард на троне, Анна Невилл в короне. Пардон, а где принцы? Почему их нет даже в свите? Почему окна Тауэра, мимо которых проезжают рыцари, так плотно закрыты? Итог первой главы зафиксируем. 6 июля 1483 года Ричард Глостер официально коронован как Ричард III. Армия с севера контролирует улицы, обеспечивая тишину и порядок. Но именно здесь, в зените своей славы, Ричард сталкивается с проблемой, которую невозможно разрубить топором. Корона уже на голове. Но тень 2 мальчиков в Тауэре начинает расти. И вот теперь, друзья мои, мы официально закрываем дело «Путь к трону» и открываем вторую, самую мрачную часть нашего расследования. Мы поворачиваемся спиной к блеску Вестминстера и смотрим на серые стены крепости на берегу реки. Итак, добро пожаловать в Тауэр. Пожалуйста, оставьте свои отпечатки пальцев на кнопке лайка. Но для начала давайте совершим небольшое путешествие во времени. Я уверена, для многих из вас Тауэр – это мрачная тюрьма в центре Лондона, где по коридорам бродят призраки с отрубленными головами. Но в 15 веке все было совсем иначе. Забудьте про угрюмые казематы. Давайте я расскажу вам, как этот город в городе стал тем, чем он был во времена Ричарда III. Давным-давно, в XI веке, когда Вильгельм Завоеватель приплыл из Франции и решил, что Англия теперь принадлежит ему, Лондон выглядел, скажем прямо, скромно. Это были бесконечные лабиринты одноэтажных деревянных домишек и грязи. И тут Вильгельм делает ход конем. Он привозит из Франции белоснежный известняк и начинает строить Белую башню. Представьте шок местных жителей. Среди их серых лачуг вдруг вырастает каменный великан высотой в 30 метров. Она была не просто белой, она сияла на солнце.
Это был первый небоскреб Европы. Вильгельм построил ее не ради красоты, а чтобы сказать лондонцам: «Я здесь главный, я вижу вас всех, и мои стены толщиной в 4 метра вам не пробить». В те времена это был настоящий сейф для короля. Вход в башню находился на уровне 2-го этажа. Лестницу просто убирали, и замок превращался в неприступный каменный куб. Шло время, и Тауэр начал обрастать новыми слоями, как луковица. К 15 веку это уже не просто башня, а огромный комплекс, где кипела жизнь. Королевский монетный двор. Здесь круглосуточно гремели молоты. Все золото и серебро Англии превращалось в звонкую монету именно здесь. Тишины в Тауэре не было никогда. Оружейная палата. Здесь ковали лучшие доспехи и хранили запасы стрел и пороха. Королевский зверинец. Это была главная забава Лондона. В Львиной башне рычали настоящие львы и леопарды, подарки от иностранных монархов. Любимым героем графа Тибо был, конечно же, белый медведь. Его подарил король Норвегии. Медведю соорудили длинный поводок и каждый день водили его к Темзе. Представьте лица рыбаков, когда из воды выныривал огромный белый зверь, ловко цеплял лапой рыбину и с аппетитом ее уплетал, не обращая внимания на городскую суету. Справедливости ради, Тауэр использовался как место заключения почти с самого начала. Но это не была тюрьма для карманников или разбойников. Для них в Лондоне были жуткие дыры вроде Ньюгейта. Тауэр был VIP-тюрьмой для государственных преступников высшего ранга, герцогов, епископов и даже королей. В 15 веке грань между почтенным гостем и узником была очень тонкой. Если ты важный аристократ и тебя в чем-то подозревают, тебя селят в Тауэр. Ты живешь в хороших комнатах, ешь дичь, пьешь вино, у тебя есть даже слуги. Но ты не можешь выйти за ворота без разрешения короля. Тот мрачный, кровавый образ Тауэра, который мы знаем по фильмам, с пытками, топорами и бесконечными казнями, это в основном заслуга следующей династии – Тюдоров, 16 век. Именно при Генрихе VIII и Елизавете I Тауэр превратится в настоящий конвейер для политзаключенных. В 1483 году при Ричарде III это был прежде всего дворец и крепость. Это было место почетного содержания. Когда принцы туда въехали, это не выглядело как арест. Это выглядело как: «Ребят, на улице неспокойно, вудвиллы бунтуют, посидите-ка в самом защищенном месте под присмотром дядюшки». Друзья мои, а теперь давайте разберемся в очень важном вопросе. Как мы уже выяснили, Тауэр того времени – это и роскошный дворец, и монетный двор, и зоопарк, и даже элитная вип-тюрьма. Но мог ли в те дни обычный человек с улицы, гуляя по берегу Темзы, просто зайти внутрь, чтобы посмотреть, скажем, на львов или помахать рукой принцам? Внимание! И вот тут ключевой момент в нашей истории. Тауэр ни в коем случае не был проходным двором. Несмотря на всю его внешнюю суету, он оставался прежде всего неприступной цитаделью. Представьте себе это место как средневековый Форт Нокс, или Пентагон. Попасть внутрь просто так было невозможно. Для этого требовался либо особый статус, либо очень веский повод, подкрепленный правильными документами. Давайте разберем систему охраны. Тауэр не охранялся одним забором. Это была многослойная система, где каждый следующий уровень был еще более закрытым. Кольцо первое – рвы и мосты, внешний периметр. Вокруг всей крепости шел глубокий ров, заполненный водой из Темзы. Попасть внутрь можно было только через мосты, которые на ночь поднимались. Доступ. Сюда могли попасть рабочие монетного двора, архивисты и посетители зверинца, но их досматривали у ворот. Кольцо второе. Внутренний двор, средний уровень. За первой стеной шла вторая, более высокая. Здесь находились казармы стражи и административное здание. Доступ только по делу. Если вы не служащий крепости и у вас нет приглашения к лорду или чиновнику, вас просто развернут. И кольцо номер 3. Королевские покои и Белая башня. Это вип-зона.
Самое сердце. Вход сюда охранялся отдельными постами личной гвардии короля. Именно здесь жили наши принцы. Доступ. Сюда нельзя было попасть даже многим сотрудникам Тауэра. Только личные слуги, высшие чиновники и те, кому Ричард доверял. И вот она важнейшая деталь. В те неспокойные дни в Тауэр могли беспрепятственно попасть люди из команды Ричарда Глостера. Там они были своими. Но как стража у ворот понимала, кто стоит перед ними – верно сторонник Глостера или засланный казачок из лагеря Тюдора, который только и ждет своего часа. Казалось бы, ни паспортов, ни цифровых пропусков тогда ведь не существовало. А все, друзья мои, было очень просто. Вашим удостоверением личности и главным входным билетом служила ваша одежда. Если вы были человеком из команды Глостера, вашим пропуском становился ваш плащ. И вот тут начинается самое интересное. Плащ с эмблемой белого вепря, личным геральдическим символом Ричарда III. В те времена это был не просто рисунок, а знак того, что вы едите хлеб этого лорда, и он за вас отвечает. Но здесь, друзья мои, и кроется самый интересный подвох. Казалось бы, логичный вопрос. Хорошо, я пойду к портнихе, закажу себе такой же плащ, прикреплю вепря и спокойно зайду в Тауэр. Нет, все далеко не так просто. Давайте попробуем надеть этот плащ и пройти путь шпиона. Представьте, что вы сторонник Тюдора. Вы нашли смелую швею, которая за огромные деньги и под страхом смертной казни за измену сшила вам реплику ливреи Глостера. Настоящий китайский Луи Виттон 15 века. Вы накидываете его на плечи и уверенно идете к воротам Тауэра. Вот что у вас ждет по дороге. А где вы ее взяли? Настоящие ливреи выдавались централизованно. Каждая была на счету. Ткань, оттенок синего или мутно-красного. Качество вышивки. Стража на воротах видела сотни таких плащей каждый день. Любое несовпадение в стежке или качестве шерсти сразу вызывало бы подозрение. На первом же посту стража вас спросит: из какого ты отряда, кто твой капитан, сэр Роберт Перси или сэр Томас Говард. Если вы запнетесь хоть на секунду, прогулка окончена. И главное, тот самый северный акцент. Помните, мы говорили, что Ричард привел армию с севера. Его люди говорили на суровом, грубом диалекте Йоркшира. Если вы надели плащ вепря, говорите как утонченный лондонец или южанин. Для стражи вы будете звучать как инопланетянин в форме полицейского. Вас вычислят по первой же фразе «добрый день». Это был настоящий детектор лжи того времени. Охрана Тауэра – это закрытое мужское сообщество. Они знали друг друга в лицо по именам и потому, кто сколько эля может выпить в таверне. Появление нового лица в новеньком плаще, который не знает местных шуток и имен офицеров – это стопроцентный провал. Но давайте предположим невозможное. Вы гениальный актер. Вы выучили акцент, и у вас идеальный плащ. Вы миновали внешние ворота, прошли мимо рычащих львов в зверинце и оказались во внутреннем дворе. И вот тут мы фиксируем самый важный момент. Будь на вас хоть 3 таких плаща одновременно, будь вы хоть 103 раза своим, в Белую башню вас все равно не пустят. Не верите? Тогда предлагаю вам провести один небольшой мысленный эксперимент. Только, пожалуйста, не пытайтесь повторить это в реальности. Мы не хотим, чтобы наше расследование закончилось для вас в отделении полиции. Просто представьте, обычный современный банк в центре вашего города. Вы решаете сыграть в роль финансового шпиона. Какова ваша цель? Не просто зайти внутрь, а попасть в самое сердце, в бронированное хранилище. Вы спокойно заходите с улицы. Вы можете постоять у кассы, можете даже снять деньги в банкомате по своей карточке. Вас никто не трогает, вы часть толпы. В Тауэре 1483 года это называлось «внешний двор». Допустим, вы раздобыли бейдж кассира или надели фирменную жилетку банка. Охрана на входе в рабочую зону кивнет вам: «Привет, коллега». Теперь вы можете ходить за стойками и пить кофе в комнате персонала. Это внутренний двор Тауэра.
А теперь самое интересное. Вы подходите к огромной стальной двери, за которой лежат миллионы. У вас есть жилетка банка? Есть. У вас есть карточка клиента? Есть. Вас пропустят внутрь? Ни за что на свете. Даже если вы будете размахивать 10 карточками и 3 бейджами, охранник у двери хранилища скажет: минутку. Где ваше специальное разрешение от начальника службы безопасности? Где ваш биометрический скан? Почему вас нет в списке группы доступа на сегодня? Так вот, друзья мои, Белая башня в Тауэре была именно таким хранилищем. Вход в нее охранялся не просто солдатами, а отдельным постом, который подчинялся лично констеблю Тауэра. Друзья мои, прежде чем мы назовем конкретные имена, давайте разберемся, что это была за должность такая констебль Тауэра. Это не просто начальник тюрьмы, это пост, от которого зависело спокойствие Англии. Если мы сравним Тауэр с современным авианосцем, то констебль – это его бессменный капитан. Представьте себе огромный замок-город, где чеканят золото, рычат львы, хранятся государственные тайны и сидят самые важные люди страны. Констебль – это человек, который держит все это в своих руках. Внутри Тауэра слово констебля – закон. Даже если вы герцог или лорд, зайдя за ворота, вы подчиняетесь его правилам. А теперь самое важное – ключи. В 15 веке не было электронных замков и дубликатов в каждом киоске. Были ли копии? Технически нет. Ключи от Белой башни и внутренних покоев были огромными, тяжелыми коваными изделиями. Где они находились? Весь день они висели на поясе у констебля или его ближайшего помощника, лейтенанта Тауэра. Каждый вечер после захода солнца ворота Тауэра запирались, и ключи торжественно приносились констеблю. Он клал их под подушку или запирал в свой личный сундук. Никто не мог открыть дверь в Белую башню, не разбудив капитана. А теперь самая жуткая и самая важная часть его контракта – тело за тело. Когда констеблю передавали узников вроде принцев, он подписывал обязательства. Отвечаю за них головой. Если узник сбегал или терялся, констебля ждал эшафот, без суда. Его жизнь была напрямую привязана к жизням тех, кого он охранял. Можно ли было попасть в Белую башню в обход констебля? Технически невозможно. Даже если к воротам прискакал бы гонец от самого короля, стража не имела права его пустить. Они вызывали констебля. Только он мог дать команду «открыть». Он был единственным фильтром. Если в покой к принцам вошел посторонний, значит констебль либо сам открыл дверь, либо передал ключи из своих рук в чужие. Друзья мои, давайте на минуту превратим наше историческое расследование в настоящий шпионский триллер. Представьте, какой-нибудь таинственный мистер Икс, один из наших подозреваемых, не Ричард, нанимает профессионального киллера. Задача – устранить или выкрасть принцев. Киллер понимает, через констебля не пройти, тот за них головой отвечает. Значит, план «Б». Делаем дубликат ключей. Давайте пройдем этот путь вместе с нашим шпионом. Чтобы сделать копию, нужен оригинал. Наш шпион должен либо подпоить констебля, либо незаметно снять ключи с его пояса, пока тот спит. Проблема. Это не плоский ключик от английского замка. Ключ от Белой башни – это массивная железная дура весом в пару килограммов и длиной сантиметров 30. Чтобы сделать слепок такой ракеты, вам понадобится килограмм воска и минут 5 времени на каждую сторону. Представьте шпиона, который сидит в спальне констебля с тазом воска и пытается незаметно отпечатать этот лом. Шанс, что вас не поймают за этим увлекательным занятием, примерно нулевой. Эти ключи звенят, как церковные колокола при каждом движении. Допустим, чудо случилось, и слепок у вас. В Тауэре ковать нельзя, там все свои. Вы бежите в город, в трущобы, к какому-нибудь подпольному мастеру.
Кузнечные работы – это не тихий процесс. Это огонь, горн, громкие удары молота по наковальне. Кузнец смотрит на ваш слепок и понимает – это ключ от королевской сокровищницы или башни Тауэра. В 15 веке за изготовление такого дубликата кузнеца сварили бы в масле вместе с заказчиком. Предположим, вы нашли кузнеца-самоубийцу. У вас в штанах, а спрятать его больше негде, лежит огромный кривой железный дубликат. Вы ночью прокрадываетесь в Тауэр. Проблема. Замки того времени – это не чудо точной механики. Они капризные, ржавые и очень шумные. Даже если ключ подошел, поворот такого механизма издает звук, который в ночной тишине башни звучит как выстрел из пушки. А теперь финальный штрих. Даже если вы открыли дверь, за ней спит на соломенном тюфяке стражник или два, и у них есть алебарды. Ключ открывает дверь, но не делает вас невидимым. Друзья, давайте будем честны. Сделать дубликат ключей в обход констебля было технически невозможно. Ключи велики и уникальны. Любой кузнец – это потенциальный доносчик. Замки слишком шумные. Это возвращает нас к единственной логичной версии. Если кто-то зашел к принцам ночью, он не ковырялся в замке поддельной отмычкой. Он вставил настоящий ключ, который повернулся мягко и привычно, а стража у двери не бросилась на него с алебардами, потому что узнала в этом человеке того, кто имеет право здесь находиться. Итак, зафиксируем. Путь шпиона – это красивая легенда для кино, но в реальности Тауэра 1483 года это был путь на плаху за 5 минут. Но, а кто же был констеблем Тауэра в тот момент? Приготовьтесь удивляться, друзья мои. Фамилию этого человека вы точно слышали, а его потомков, можно сказать, знаете лично. Итак, Джон Говард. В будущем он станет первым герцогом Норфолком. Чтобы вы сразу поняли масштаб, его внук Томас Говард, тот самый, что проживет 81 год и станет серым кардиналом при Генрихе VIII, будет родным дядей сразу двух королев – Анны Болейн и Кэтрин Говард. Но это будет потом. А пока мы в мае 1483 года. И Джон Говард – человек, который держит в руках ключи от Тауэра. Кто же такой Джон Говард в нашей истории? Это не просто чиновник, это настоящий тяжеловес английской политики. Человек старой закалки. Он был верным соратником покойного короля Эдуарда IV. Именно старый король доверил ему самые сложные задачи. Говард – это олицетворение преданности короне. Кому он подчиняется? Поскольку король умер, а новый еще не коронован, верховной властью в стране формально считается Королевский совет, но фактически Говард – это человек системы. Он подчиняется закону и государству. Когда 12-летнего Эдуарда V привезли в Тауэр, именно Джону Говарду, как констеблю, вручили мальчика и сказали те самые роковые слова: «Ты отвечаешь за него головой». Представьте себе груз ответственности на плечах этого старика, а Говарду тогда было уже за 60. В его руках не просто ребенок, в его руках будущее всей Англии. В мае 1483 года для Говарда все однозначно. Эдуард V – это законный король. И если с головы мальчика упадет хоть один волос, Говард знает, эшафот ждет именно его, несмотря на все заслуги перед покойным королем. В этот момент Тауэр под управлением Говарда – это самое безопасное место на планете. Могучий рыцарь, ветеран сотен битв, стоит на страже покоев юного монарха. Друзья мои, итак, 12-летний Эдуард находится в Тауэре и официально ожидает своей коронации. Мы не будем долго описывать те дни, когда он находился там один. Зачем забивать вам голову лишними деталями, если в итоге из истории пропали двое? В тот июньский день, когда к Эдуарду подсадили его младшего брата, 9-летнего Ричарда, в их жизни поначалу не изменилось абсолютно ничего, кроме одного. Эдуарду стало чуть-чуть веселее. Давайте же разберемся, как выглядели будни двух принцев в этом огромном каменном городе. Пока политические бури грохотали за стенами, для самих мальчиков Тауэр оставался роскошным дворцом, полным приключений.
А теперь, друзья мои, к самому вкусному, а точнее, к самому главному, чем принцев кормили. И почему это вообще важно для нашего расследования? Запомните одно слово – чеки. Ну или, если по-научному, счета. Именно они станут фундаментом для нашего расследования. Вы, конечно, удивитесь, но в 15 веке бухгалтерия работала не хуже, чем в современном супермаркете. По сей день сохранились архивные записи, те самые чеки, в которых зафиксировано все, что покупалось для принцев, и у кого, и за какую цену, в общем, все-все. Друзья мои, эти бумаги нам жизненно необходимы. Мы должны буквально вцепиться в них когтями. Почему? Скоро поймете. Пока же просто зафиксируем. За каждый съеденный принцами кусочек дичи казначейство выписывало официальный счет. Это была прозрачная, на 100% легальная цепочка. Кухня принцев начиналась далеко за пределами Тауэра. Как это работало? Никаких анонимных посылок. Никто не мог просто передать корзину с продуктами извне. Никаких пирожков от фан-зоны принца Эдуарда или добрых поклонниц. Это было исключено системой безопасности. Закупки делались только у официальных поставщиков двора. Это были люди с репутацией, которые дорожили своей головой. Поставщик знал, если из-за его мяса принцу станет плохо, его вычислят в тот же день. Представьте себе кухню Тауэра. Это не проходной двор. Кто готовил? Это не были случайные работники с улицы. Еду для принцев готовили люди из их личного штата, профессионалы, которые служили семье Йорков годами. На кухню невозможно было зайти постороннему и подсыпать порошок. За процессом следили старшие слуги. Это было дело чести – накормить будущего короля. Даже если предположить, что какой-то супершпион принес яд и незаметно впрыснул его в жаркое, у него все равно бы ничего не вышло. В те времена действовал строгий закон. Все, что ест принц, должно было быть опробовано прямо перед ним. Это был железный ритуал. Прежде чем Эдуард подносил кубок к губам, из этого же кубка отпивал слуга. Прежде чем принц отламывал кусочек хлеба, этот же хлеб пробовал дегустатор. Если бы кто-то задумал отравить мальчиков, это невозможно было бы сделать тихо. В ту же секунду на глазах у всех в муках умерли бы еще 2 человека. Поднялся бы такой шум, который не скрыть никакими стенами. И еще один немаловажный факт для скептиков. В это время в Лондоне находился ученый Доминик Манчини. Он внимательно следил за ситуацией и записывал свидетельства тех, кто входил в покои принцев. В его записях четко указано: Эдуард страдал от депрессии, он был подавлен и печален, но там нет ни слова о болях в желудке, лихорадке или симптомах отравления. Мальчики были физически здоровы. Итак, зафиксируем. Первое. Счета, они же чеки. Это наше все. Второе. Система поставок была закрытой и безопасной. И третье. Ритуал опробования делал тайное отравление технически невозможным. Друзья мои, мы уже заглянули в кастрюли на кухне. А теперь давайте откроем тяжелые дубовые двери и посмотрим, как вообще выглядел обычный день 2 принцев. Это очень важно для нашего расследования, потому что жизнь в Тауэре в июне 1483 года – это не сцена из фильма ужасов, а вполне понятный человеческий быт. Начнем с того, что Эдуард и Ричард не были предоставлены сами себе. Представьте, раннее утро, солнце только начинает золотить шпили Белой башни, и в покое заходят 13 человек. Кто эти люди? Это не просто обслуга, это личная свита короля. У каждого была своя четкая задача, и каждый из них видел мальчиков по несколько раз в день. Были камердинеры, слуги опочивальни, учителя и капелланы, и, конечно же, медик. Друзья, представьте себе эту толпу, 13 взрослых мужчин, постоянно мелькают перед глазами. Они знают каждый жест принцев, каждую их шутку. Жизнь мальчиков в июне была прозрачной, как горный ручей. Скрыть что-то в такой компании задача невозможная.
На дворе прекрасное английское лето. Мальчики не сидят в сырых подвалах, они ведут себя как самые обычные дети своего времени. Стрельба из лука – это было их любимое развлечение. Прямо во внутреннем дворе Тауэра, на глазах у стражи, они соревновались в меткости. Слышен свист стрел, смех младшего Ричарда, когда он попадает в цель, и одобрительный гул солдат. Конечно же, королевский зверинец. Представьте восторг мальчишек. Они ходят смотреть, как кормят настоящего живого льва. Это была главная фишка Тауэра. Окна и прохожие. Их видели не только свои, случайные люди, которые проходили через внутренние дворы по делам монетного двора или архива, могли видеть принцев в открытых окнах или на прогулке. Мальчики были живыми, активными и, самое главное, публичными. Они были частью пейзажа Тауэра. Итог. Вплоть до конца июня мы видим идеальную картину золотого детства в самой надежной крепости страны. Мальчики не призраки. Они реальные люди из плоти и крови, которые едят, гуляют и стреляют из лука. Друзья мои, теперь присаживайтесь поудобнее. Мы переходим к моменту, когда яркое солнце июня в Тауэре внезапно сменилось густыми тенями. Мы с вами помним, мальчики бегали, смеялись, стреляли из лука, но наступает 22 июня. В этот день официально объявили: принцы, бастарды, незаконно рожденные. И с этого мгновения жизнь в Тауэре меняется бесповоротно. Это не чьи-то домыслы или легенды, это задокументированная реальность. Что же изменилось в тот роковой день? Первое и самое наглядное – двери башни закрылись. Конец прогулкам. Мальчики больше не выходят во двор. Никакой стрельбы из лука, никаких визитов к львам. Мир для них сузился до размеров нескольких комнат в башне. И это распоряжение пришло от лорда-протектора. Раз дети больше не принцы, им нечего делать на глазах у гарнизона. Они живы, они рядом, но их больше нет для публики. Важно понимать, внутри башни жизнь поначалу сохраняла свою инерцию. Те самые 13 человек обслуги все еще заходят к ним каждое утро. Для этих людей мальчики все еще их милорды. Они заправляют постели, приносят чистую одежду и еду. Бухгалтерия не врет. Друзья, запомните это. Все закупки продуктов продолжаются. Есть счета тех дней. Красная рыба, дичь, лучшие десерты. Все это закупается официально. Никто не собирается морить их голодом. По документам мы видим, за столом в башне все еще сидят высокопоставленные персоны. И вот здесь появляется фигура, чьи записи для нас на вес золота. Доктор Джон Арджентайн. Так как мальчики теперь заперты внутри, доктор начинает видеть их гораздо чаще. Он заходит не просто полечить насморк, он становится их единственным связующим звеном с реальностью. И именно он зафиксировал пугающую перемену в 12-летнем Эдуарде. Из заметок доктора. Юный король перестал играть. Он проводит часы в молитвах, он исповедуется каждый день. И прямо так и говорит, что ожидает смерти. Итог на 22 июня. Изоляция. Выход на улицу запрещен. Обслуга. Все 13 человек на месте. Быт пока прежний. Снабжение. Счета подтверждают. Еда королевская. Состояние. У Эдуарда предчувствие конца и глубокая вера в то, что живым из башни он не выйдет. Представьте, 6 июля 1483 года. Лондон взрывается праздником. Коронация Ричарда III. Звенят колокола. По улицам рекой льется вино, а новый король в знак милости объявляет амнистию. Открываются двери тюрем, прощаются старые долги. Но для двух мальчиков, которых теперь официально называют бастардами, ничего не изменилось. Те же закрытые окна, те же дубовые двери. Но самое страшное случилось ровно через 10 дней после торжества. Самое страшное начнется завтра. Не пропустите финал.